1775 год. Российская империя только что подавила восстание Пугачева, и степь осталась полностью обескровленной. Вожди родов либо казнены, либо находятся в бегах, либо окончательно куплены властью. Кажется, что организованное сопротивление сломлено навсегда. Но именно в этот момент тотального поражения рождается самый странный миф в истории – Великой Степи. В Малом Жузе появляется имя, которое заставляет содрогнуться оренбургских чиновников Куктамир. Небесное железо. Призрак. Его никто не видел в лицо, но его голос слышит каждый аул. Он знает о планах карательных отрядов раньше, чем офицеры успевают дописать приказ в своих штабах. В нем видят воплощенного Аруаха, грозного духа предков, и боятся его больше, чем тяжелых императорских пушек. Губернатор Рейнсдорп в панике шлет шпионов, пытаясь вычислить реального лидера этого движения. Империя ищет могущественного заговорщика, но раз за разом натыкается на стену молчания и мистический ужас. Лишь спустя время через доносы и пытки следователи узнают имя того, кто стоит за этой грандиозной операцией. 22-летняя вдова Сапура Метинкызы. Но когда карательные отряды наконец вычисляют ее ставку и приходят для ареста, они находят лишь пустое место. Сапура исчезает, не оставив ни единого следа, превращая собственное бегство в финальный акт легенды о неуловимом призраке. Сегодня на канале Хак Туран мы разберем уникальную операцию, которая показала, интеллект и знание психологии масс сильнее любой регулярной армии. Как простая вдова из рода Табын стала главным серым кардиналом Великой Степи и создала мистическое прокси, лидерство, превратив веру в духов предков в безотказный механизм управления восстанием. Это не просто история о борьбе, это настоящий мастер, класс по психологической войне, созданию невидимых лидеров и тому, как одна воля может переиграть целую систему, прикрывшись сакральной ширмой. Приготовьтесь, мы будем отделять архивную правду от народных мифов. Мы заглянем в секретные донесения Рейнсдорпа и поймем, почему Сапура Метинкызы – это самый эффективный архитектор смыслов в истории Казахстана. И самое главное, мы разберем, почему ее методы невидимого управления оказались неразрешимой задачей для оренбургских генералов. Чтобы понять, как Сапура удерживала власть, нужно вскрыть механику ее влияния. Мы полагаем, что она осознавала, чтобы управлять массами в условиях катастрофы, лидер должен быть мистическим. Сапура Метинкызы стала тем, что сегодня называют единственным оператором системы. В рапорте оренбургского губернатора Ивана Рейнсдорпа в коллегию иностранных дел от 22 октября 1775 года стратегия Сапуры описана так: киргиз, кайсацкая баба Сапура, разглашает, будто бы в кочевье их невидимое некое существо, называемое Куктамир, в кошемной кибитке за занавесом находящееся через нее Сапуру, предсказывает им будущее. С рациональной точки зрения это был идеальный психологический щит, но мы не можем исключать и реальную мистику. Внутри ее юрты висела плотная перегородка. В 4-м томе материалов по истории Казахской ССР зафиксированы показания очевидцев. Сапура велела всем стоять за завесою и слушать слова его, а смотреть на него запрещала, сказывая, что от того могут они ослепнуть или умереть. Академическая наука видит здесь лишь манипуляцию страхом. Но мы допускаем, за этой завесой могло происходить и нечто, что невозможно объяснить простым фокусом. В конце концов, кто мы такие, чтобы утверждать, что чудес не бывает? Тайны Вселенной нам не подвластны, и то, что современный разум называет галлюцинацией, для человека той эпохи могло быть осязаемой истиной. По сути, Сапура превратила себя в сакральный интерфейс, где грань между холодным расчетом и подлинной мистикой стиралась навсегда. Мы видим, что Сапура создала ситуацию, когда империя воевала не с армией, а с эхом. Рейнсдорп в отчаянии писал: «Сии лживые разглашения так обуяли умы сего легковерного народа, что они в каждом шорохе и в каждом слове оной бабы видят божественное откровение. Для империи это была лишь лживая пропаганда. Но для тысяч людей
это была живая реальность. Если же мы решим, что никакой мистики там не было, то вывод становится еще более ошеломляющим. В таком случае Сапура мастерски хакнула умы народа и саму имперскую систему, заменив физическую силу сакральной мощью. Она де-факто доказала, для контроля над ходом истории не нужны регулярные армии, высокородность или деньги. В секретных донесениях Рейнсдорпа от декабря 1775 года звучит признание поражения всей государственной машины. Мы тщимся изловить зачинщиков, но имеем дело с невидимым привидением, коего никто не зрел, но все воли его повинуются. Она хакнула систему и управляла этим процессом с точностью великого стратега. Мы полагаем, что Сапура осознавала, мистический страх работает только тогда, когда он подкреплен сверхъестественной осведомленностью. Мы думаем, что именно так родилась ее уникальная информационная сеть. Пока имперские генералы полагались на медленную почтовую службу, Сапура превратила в свои глаза и уши почти всю Великую Степь и почти всю Сибирь. Она создала систему, где информация передавалась быстрее, чем скакал самый быстрый конь. Свидетельства этой ошеломляющей скорости разведки зафиксированы в рапорте. Генерал, поручика Александра Суворова губернатору Рейнсдорпу от 7 февраля 1776 года, опубликованном в сборнике «Крестьянская война» 1773-75 годов на территории Казахстана. В этом документе высокопоставленный военачальник, отвечавший за усмирение края после пугачевщины, фактически расписывается в информационной беспомощности всей имперской машины. Он констатирует, что классические методы войны в степи не работают, признавая, «сии злоумышленники имеют повсюду своих лазутчиков, так что каждое наше движение им в тот же час становится ведомо. Мы допускаем, что каждый пастух в степи, каждый ямщик на Сибирском тракте и каждый кочевник у колодца были узлами этой невидимой системы Сапуры». В условиях, когда регулярные войска действовали фактически вслепую, она создала среду тотального контроля за передвижением противника, в которой полностью переиграла его на уровне разведки и тактической дезинформации. Но разведка была лишь фундаментом для реализации физического уничтожения противника. В 1775 и 76 годах под эгидой Коктимира степь захлестнула волна молниеносных ударов, которые опирались на древнюю степную тактику «волчьей стаи». Это не были хаотичные набеги, это была выверенная стратегия изматывания. Отряды в несколько тысяч всадников внезапно материализовались из марева степи, атаковали в самое уязвимое время, наносили кровавый урон и мгновенно исчезали до того, как гарнизон успевал развернуть пушки. Одним из самых ярких и жестоких примеров этой тактики стал штурм и осада Илецкого городка. В журнале оренбургского губернатора Ивана Рейнсдорпа за 1776 год сохранились детальные записи об этом столкновении. Там зафиксировано, как отряды Сапуры численностью более 2000 человек окружили городок, заблокировав любые попытки подкрепления. Повстанцы действовали с пугающей слаженностью. Губернатор сообщал в Петербург: киргизцы, имеются в виду казахи, к Илецкому городку в великом множестве подступали. И то ли отважно, что из пушек по ним стреляно, однако они не отступали и чинили великое разорение в предместьях. Падение внешних укреплений Илецкого городка стало мощнейшим сигналом для всей линии. Больше нет безопасных мест. Мы задаемся вопросом, как женщина, находясь в глубине степи, могла координировать удары на фронте в сотни километров. Архивные свидетельства позволяют нам реконструировать ее систему управления. Это была безупречная логистическая петля, основанная на глубоком знании истории своего народа. В рапорте подполковника Ивана Мансурова, хранящемся в делах Оренбургской секретной комиссии, упоминается поразительная мобильность гонцов Коктемира. Мы полагаем, что Сапура возродила древнюю тюркскую систему ямов, систему сменных лошадей, станций, которая веками служила кочевым империям. Пока имперские курьеры ехали по официальным трактам, лазутчики Сапуры шли напрямую через степь, меняя коней в каждой дружественной ауле.
Более того, мы видим использование визуальной сигнализации на курганах, которая также является исконной тактикой тюрков, кочевников. В дневных записках офицеров пограничной стражи за 1976 год часто встречаются упоминания о странных огнях и дымовых сигналах в глубине степи перед каждым крупным нападением. Это была цифровая сеть XVIII века. Каждая сопка, каждый курган становились ретрансляторами, как это было во времена каганатов. Сапура буквально видела движение русских войск по цепочке дымов. Это объясняет, почему нападения всегда происходили именно там, где гарнизон был слабее всего. В материалах по истории Казахской ССР приводится факт: повстанцы атаковали Красногорскую крепость ровно в тот момент, когда основная часть кавалерии вышла на патрулирование в другую сторону. Это не было случайностью, это был результат прямого наблюдения и мгновенной передачи данных. Сапура создала систему, где степь разговаривала с ней через древние коды предков, выдавая каждое движение врага. В донесении коменданта Верхнеозерной крепости в Оренбургскую секретную комиссию, которая цитируется в 5-м томе тех же материалов, зафиксирован этот кошмар регулярной армии. Комендант в панике сообщал: «Неприятель столь дерзок, что нападает среди бела дня, не страшась ни пушек, ни регулярного строя, и подступает к самым валам. Мы же от великого их множества и беспрестанных атак в крайнем изнурении пребываем. Этот контроль над информацией и постоянная физическая угроза привели к глубокому психологическому надлому гарнизонов». В рапорте подполковника Ивана Мансурова от 15 марта 1776 года сообщалось: «Воины в крепостях по линии пребывают в великом унынии и страхе, опасаясь невидимых и внезапных нападений от мнимого того духа, коего они едва ли не более самых пушек и реального неприятеля бояться начали». Мы полагаем, что Сапура мастерски дирижировала этим оцепенением. Она заставляла врага верить, что Коктемир находится везде и нигде одновременно, превращая обычную войну в мистический ужас. Параллельно с военными ударами Сапура развернула методичный экономический террор. В ордере губернатора Рейнсдорпа комендантом крепостей Оренбургской линии зафиксирован стратегический шаг и мат имперской логистики. Повстанцы методично и синхронно выжгли все сенокосы и запасы фуража вдоль линии границы. Губернатор в отчаянии констатировал: «Через пожение сена кони наши в такую худобу пришли, что преследовать хищников в степи никакой возможности не имеется». Кавалерия империи, ее главная ударная сила, была буквально пригвоздена к земле и заперта внутри крепостных валов. По сути, в огромном регионе наступил полный административный коллапс. В 4-м томе материалов по истории Казахской ССР зафиксировано признание Рейнсдорпа о потере контроля над местными элитами. Многие знатные старшины и даже султан Досай столь ослеплены сим привидением, что ни увещеванием нашим, ни страху казни более не внемлют, почитая волю Коктемира за святыню. Мы думаем, что Сапура проявила себя как выдающийся менеджер кризиса. Она полностью лишила врага возможности управлять территорией через привычные рычаги, власти перерезав нити снабжения, информации и подчинения. Мы можем предположить, что Сапура создала своего рода прозрачную среду, где действия империи были предсказуемы, а ее собственные абсолютно скрыты от глаз генералов. В 1776 году одна женщина в простой юрте ввела военную машину огромной сверхдержавы в состоянии системного шока. Она, де-факто, доказала всему миру, что превосходство в разведке, тактическое мастерство и контроль над смыслами значит гораздо больше, чем имперское золото и тысячи штыков. К лету 1776 года активность движения Коктемира начинает стремительно угасать. Мы полагаем, что Сапура осознавала: образ невидимого духа выполнил свою роль, и продолжение игры ведет к девальвации мифа. В донесениях пограничной службы за июнь и июль того года фиксируется резкое снижение числа нападений. Мы думаем, что приказы, идущие из-за завесы, просто перестали поступать. Это был не просто психологический эффект. Империя столкнулась с системным параличом.
В рапорте оренбургского губернатора Рейнсдорпа в Государственную коллегию иностранных дел от 13 сентября 1776 года зафиксирован полный провал следствия. Губернатор официально признал, несмотря на все приложенные старания и тщательные поиски, ни самого того мнимого чудовища, ни инструментов, коими бы она, Сапура, могла народ прельщать, в кочевьях их обрести не удалось. А сама Анея-баба в неизвестность скрылась. Машина подавления, привыкшая к ясным целям, оказалась бессильна против врага, который просто перестал транслировать себя в реальность. Поразительно, что имперское следствие искало именно инструменты, физические приспособления, трубы или акустические хитрости. Они отчаянно пытались свести все к примитивному обману, не желая признавать иного. Но мы не можем быть столь же самонадеянны в своих выводах. Кто знает, была ли это лишь гениальная стратегия одной женщины, или за завесой действительно пробудилась древняя мистика степи, которую невозможно зафиксировать в протоколах. Сапура Матинкызы могла быть не просто автором проекта, а проводником сил, чья природа выходит далеко за рамки рационального понимания имперских чиновников. Тщетность попыток найти рациональное объяснение видна в следственных протоколах. В показаниях башкирца Акая Кусякова о бытие его у мнимого Коктемира, датированных маем 1776 года, значится: спрашиван был о хитростях Сапуры, на что ответствовал, что никаких хитростей не ведает, а слышал лишь голос великий из-за завесы, от коего содрогание в членах чувствовал. Мы видим, что даже под угрозой смерти система не смогла получить доказательств спектакля. Сапура осталась для них непостижимой тайной. Султан Дасай, оказавшись без руководства Сапуры, был вынужден капитулировать перед Оренбургом. В письме султана Дасая губернатору Рейнсдорпу, которое в 4-м томе материалов по истории Казахской ССР значится под номером 32, он оправдывал себя так: «Признаю, что был я в великом заблуждении и ослеплении от чар оной Сапуры, коя всех нас в безумство ввела своими предсказаниями. Мы полагаем, что это ослепление стало официальной версией, позволившей элите сохранить жизни, а империи хоть как-то объяснить свое бессилие. Мы можем предположить, что Сапура сама предоставила своим союзникам эту лазейку, исчезнув именно тогда, когда риск тотального истребления народа стал слишком велик. Это был последний акт ее стратегии уйти, сохранив жизни тех, за кого она боролась. Сапура Матинкызы не была поймана. Ее имя отсутствует в списках казненных или сосланных на каторгу. Мы допускаем, что она просто растворилась в бескрайних кочевьях, выполнив свою миссию. В официальных бумагах от конца 1776 года дело о невидимом существе закрывается. Империя была вынуждена констатировать возвращение к спокойствию. Но Сапура оставила после себя уникальный прецедент асимметричной борьбы. Она создала архетип сопротивления, который степь будет вспоминать еще столетия. Сапура доказала, что контроль над смыслами и информацией может быть эффективнее военного. Превосходство, и этот урок степь запомнила навсегда. Она не просто воевала, она изменила саму природу борьбы, оставив после себя не пепел, а легенду, которую невозможно арестовать или казнить. Если история Сапуры и вправду не была той самой настоящей, необъяснимой науке мистикой, а мы серьезно допускаем, что ей могло открыться нечто мистическое, что просто не поддается объяснению официальной науки. Но если за всем этим стояла расчетливая манипуляция массами, то перед нами открывается масштаб личности, обладающей феноменальным стратегическим умом. В этом случае Сапура Матинкызы действовала как настоящий хакер системы. Она нашла критические баги в коллективном сознании и взломала имперский административный код, используя социальную инженерию и глубокое знание народной психологии. История Сапуры Матинкызы доказывает одну фундаментальную истину: миф может стать реальностью, а одна идея способна поднимать народы и свергать империи. Мы увидели, как женщина, вооружившись только силой своего интеллекта и виртуозным стратегическим мышлением, парализовала огромную государственную машину.
Она вечный символ того, что периферия всегда находит способ переиграть центр, если владеет инициативой не только в пространстве смыслов, но и в пространстве действий, информации и ресурсов. Мы предполагаем, что Сапура была предельно прагматична. На наш взгляд, она понимала, что ее личность, как женщины, была бы слишком уязвима для патриархальной системы того времени. Поэтому, как мы считаем, она и создала эту безопасную оболочку, образ посредника великого Аруаха Куктимира. Она спряталась за завесой ради абсолютной операционной свободы, превратив себя в невидимую точку управления. Ее невозможно было арестовать, допросить или сломать, потому что система видела лишь миф, а не живого человека. Мы полагаем, что Сапуру по праву можно назвать прямой наследницей стратегии Чингисхана. Великий потрясатель Вселенной учил, что победа куется еще до начала битвы, а хитрость и психологическое давление стоят дороже 1000 сабель. Сапура взяла этот тюркский код и доказала, что извечная степная волчья тактика казахов остается безупречным инструментом даже в эпоху тяжелых пушек и каменных крепостей. Она продемонстрировала мобильность, внезапность и умение навязать свою волю значит больше, чем регулярный строй и фортификация. Она доказала, что информационное доминирование и сетевая связь родов – это не новшество, а фундаментальная основа тюркского военного искусства, которая работала безупречно и 1000 лет назад, и в ее время. Ее действия идеально резонируют с фундаментальными законами Сунь, Цзы. Во-первых, это туман войны. Сапура создала образ вездесущего и неуязвимого духа. Она заставила империю воевать с тенью, воплощая принцип. Война – это путь введения в заблуждение. Во-вторых, удар по воле врага. Сапура парализовала Оренбургскую линию крепостей психологической атакой. Гарнизоны проигрывали войну в собственной голове. Это и есть высшее искусство – покорить врага без сражения. В-третьих, это абсолютная мобильность. Сапура знала о противнике все, оставаясь для него неуловимой, следуя завету. «Появляйся там, где тебя не ждут». Она была величайшим серым кардиналом в истории степи и полководцем смыслов и действий. Пока имперская власть в Петербурге опиралась на свою жесткую вертикаль, Сапура выстраивала систему невидимого, но абсолютного лидерства. На наш взгляд, сегодня этот опыт Сапуры Матинкызы приобретает особую остроту для народов современной России, стремящихся к сохранению своей идентичности и независимости от диктата Москвы. Она доказала, когда имперский центр пытается подавить волю целых народов, ответом может стать не прямое столкновение, а создание параллельной реальности, которую Москва просто не в силах контролировать. Сапура показала народам Поволжья, Кавказа, Сибири и всей Евразии, что имперская машина бессильна против горизонтальных связей и информационной невидимости. Сегодня современный цифровой Аруах – это мгновенная солидарность тех, кто выбирает свой путь вопреки имперским амбициям. Но мы видим, как Москва пытается блокировать социальные сети и замедлять интернет. В этих условиях стратегия Сапуры учит нас создавать альтернативные, децентрализованные инфо-сети, которые невозможно проконтролировать или заблокировать. Использование межсетей, офлайн, мессенджеров – это современный аналог сигнальных огней степи. Это связь, которая остается живой вопреки любым блокировкам. Какие инсайты мы заберем для нашей стратегии успеха? Первый инсайт – управляй восприятием. В информационном веке ваш личный бренд и то, как вас воспринимают, это ваш главный актив и ваша защита. Второй инсайт – всегда навязывай свои правила игры. Никогда не пытайся победить систему, на ее поле создавай свое. Лиши врага возможности использовать его привычные преимущества. Третий инсайт – асимметричное преимущество. Твоя маневренность и гибкость сильнее любой громоздкой структуры. Используй скорость там, где система неповоротлива. Четвертый инсайт – лидерство через смыслы. Настоящая власть – это не приказы, а создание общей мечты. Люди идут за тем, во что они верят. Пятый инсайт – информационное доминирование. Сила сегодня – это не количество ресурсов, а скорость их обработки. Создавайте независимые каналы связи,
неуязвимые для цензуры. Шестой инсайт – операционная скрытность. Береги центр управления. Будь недосягаем для прямого удара, распределяя свои силы так, чтобы идея жила даже без твоего физического участия. Седьмой инсайт – победа над эго. Ее экзит-стратегия 1776 года – это высшая форма управленческой мудрости. Настоящий успех – это умение закончить борьбу на своих условиях. Восьмой инсайт – сила корней. Сапура победила, потому что использовала тактику, которая была в крови ее народа. Она обратилась к мудрости предков, когда современные методы исчерпали себя. Изучайте свою историю и свою культуру там, под слоями времени, лежит глубокая стратегическая мудрость, способная дать ответы на самые сложные вызовы современности. Она не дала системе себя сломать, просто исчезнув в нужный момент. Она доказала, что независимость начинается не с границ на карте, а с того, что происходит в головах людей. Интеллект – это самое опасное оружие, перед которым бессильны любые пушки. Сегодня, когда не только степь, но и все народы, оказавшиеся в тени имперских амбиций, снова стоят перед вызовами истории, образ этой женщины обретает новую силу. Ее воля и ее непоколебимая верность свободе – это маяк для всех, кто не согласен быть просто топливом для чужой системы. Сапура Матинкыза сквозь века указывает путь к истинной свободе, к победе разума над грубой силой и к торжеству духа над угнетением. Это был канал Хак Туран. Мы изучаем историю, чтобы строить личную и политическую стратегию успеха сегодня. Как вы считаете, может ли один человек сегодня, вооружившись только знанием кодов и сильной идеей, повторить успех Сапуры Матинкызы? Пишите в комментариях, подписывайтесь на канал. Будьте как Сапура, будьте на шаг впереди. До встречи!